Одной из сложнейших задач, которую необходимо преодолеть украинским войскам в ходе наступления, это широкомасштабное минирование территорий россиянами, что несет серьезную угрозу наступающим войскам. Россияне используют различные методы установки мин, в том числе ручные, механизированные и дистанционные. Это усложняет задачу, поскольку требует различного подхода по обезвреживанию. Наиболее эффективный и безопасный метод разминирования в этом случае – дистанционные машины разминирования, такие как советские УР-77 или американские М-58, выстреливающие реактивный снаряд со шнуром, который при взрыве создает ударную волну, воздействующую на взрыватели мин. Ширина прохода при этом составляет 6-8 метров, а длина 80-90 метров. Однако, даже в этом случае полное разминирование не гарантируется. Так, например, могут остаться целыми мины, имеющие взрыватели двукратного нажатия, и противопехотные мины натяжного действия. Также не реагируют на взрывную волну магнитные, сейсмические и инфракрасные взрыватели. Украина на данный момент не имеет достаточного количества таких установок и ресурсов, учитывая огромные площади заминированной территории. Следующим способом разминирования являются бронированные машины с плугами перед собой, но они уязвимы для птуров и артиллерии противника, и в случае их повреждения уже сами становятся преградой для наступающих войск. Третий способ разминирования – саперы, которые вручную будут обезвреживать мины, но это долго, и к тому же наличие у сторон средств разведки в виде постоянно висящих в воздухе дронов не позволит это сделать скрытно, а это значит, саперы будут подвержены огню, что значительно снизит эффективность. Украине предстоит комбинировать все эти методы для своего продвижения, но даже проделав безопасные маршруты в минных полях, их ширина не позволит выстраивать технику в широкие боевые порядки, что дает возможность российской артиллерии бить по колоннам техники, а в случае подбития впереди идущих машин колонна попросту будет остановлена и планомерно уничтожена, ведь ей придется либо выезжать на неразминированные участки, дабы объехать преграду, либо пытаться оттянуть преграду с пути, что занимает много времени. Подобное мы уже видели с обеих сторон. Зимой россияне попали в такую ловушку под Угледаром, а летом украинские войска оказались в подобной ситуации по направлению на Токмак. Все это не дает возможным быстро продвигаться украинским войскам на юг к Азовскому морю и вынуждает искать альтернативные решения для наступления. Так, основные успехи сейчас достигаются действиями небольших пехотных групп, в то время как механизированные соединения терпят неудачу. Хотя если таки получится на определенном участке обеспечить достаточное количество средств разминирования, прикрыть это все надежным зонтиком ПВО, провести массированную артподготовку и рейды диверсионных групп, быть может и получится прорвать оборону и зайти россиянам в тыл. Но ход этот довольно рискованный, и в случае неуспеха последствия будут болезненными. А учитывая то, сколько всего поставлено на кон, вероятно, пока стоит ожидать планомерного и поступательного уничтожения российских сил, по крайней мере до тех пор, пока их оборона не проредеет достаточно для подобных прорывов. Также существенно упростить задачу могло бы полное превосходство в воздухе, хотя бы в зоне ведения наступательной операции. Но на данный момент Украина не может себе это позволить. Спасибо за просмотр, буду благодарен вашей поддержке видео и канала лайками, подпиской. Также пишите комментарии, желательно адекватные, ну и становитесь спонсором на YouTube и Patreon, ссылки в описании.